Ему нравится жить в уединении, они вместе охотятся, тренируются и едят. Но однажды вся его жизнь меняется, когда в башню приходит рыцарь в доспехах и убивает его дедушку, а потом оставляет Перси умирать рядом с ним. Перси выживает и клянется отомстить, после чего покидает башню и отправляется в опасное путешествие. Перси бежит по просторам своего дома и замечает гигантскую птицу-монстра, летящую в небе. Он подбегает к краю утеса и видит своего дедушку, который работает в поле, и просит его поскорее поймать птицу, потому что обычно они не встречаются на такой высоте. Дедушка тоже удивлен, но тут же находит свои грабли и с невероятной скоростью бросает их в птицу, пронзая ее в грудь. Птица начинает падать на землю, а Перси, не зная зачем, прыгает на нее, хватает за шею и чуть не падает с башни, пока его дедушка бежит за ним и видит, как он цепляется за выступ, держа птицу. Они возвращаются в свой маленький домик, и Перси берет меч, которым с легкостью разделывает птицу. Меч кажется в 2 раза больше его самого. Дедушка хвалит его за мастерство, и они вместе жарят птицу, наслаждаясь каждым кусочком этой огромной глупой курицы, а потом ложатся спать. На следующее утро оба без рубашек, готовые к тренировке, Перси нападает на своего дедушку, который накачан стероидами. Дедушка быстро преграждает Перси путь массивным кулаком. Перси, проворный, как всегда, отскакивает в сторону и снова бросается на дедушку, удивляя его сильным ударом в живот, от которого тот отступает назад. Перси понимает, что не чувствует земли под ногами, а дедушка, сгруппировавшись, поднимает его в воздух и играючи отбрасывает в сторону. Перси падает на землю и начинает возмущаться, что никогда не сможет победить дедушку. Массивная фигура успокаивает его, говоря, что на этот раз ему пришлось применить немного настоящей силы, и Перси радуется своей маленькой победе. Тем временем мускулистый дедушка направляется к красивой пещере, размышляя о быстром взрослении Перси. Сидя у ручья, он рассеянно берет в руки чашу, но вспоминает, что завтра у Перси день рождения. Он спешит из пещеры, взбирается на скалу и возвращается домой. Не найдя Перси внутри, он идет за дом и видит, как тот писает. Дедушка радостно кричит, что завтра у Перси день рождения, но тот остается невозмутимым. Перси, не обращая внимания, спрашивает, сколько ему будет завтра. Дедушка говорит, что завтра ему исполнится 16 лет, и это будет означать, что он стал взрослым в этом мире. Перси, все еще писая, взволнованно спрашивает, значит ли это, что теперь он может пить с дедушкой. Но дедушка говорит ему, что даже в этом средневековом мире возраст для употребления алкоголя выше, чем в Великобритании. Перси, не обращая внимания, все еще писая, спрашивает про подарок на день рождения. Дедушка велит ему следовать за ним и ведет к скале. Когда они поднимаются на вершину скалы, дедушка смотрит на бескрайнее небо, полное облаков, и предлагает Перси отправиться в путешествие по миру, чтобы увидеть его чудеса. Перси с безразличной улыбкой отвечает, что ему плевать на мир, чем шокирует дедушку. Старик не верит своим ушам, вспоминая свою молодость, когда он в 16 лет ушел из дома, чтобы стать настоящим мужчиной. Перси отвечает, что каждый день в башне для него это приключение, и ему здесь нравится. Дедушка показывает на небо и говорит о маленьком острове, где предположительно живут небесные люди. Этот остров, созданный богинями, парит в небе, скрывая свои чудеса от мира внизу. Перси спрашивает, почему дедушка сам никогда не был там. Но тот отвечает, что не умеет летать, но ему хватило приключений и тайн в Британии, огромном континенте под облаками, где стоит их башня. Взволнованный рассказами дедушки о змееподобных башнях, небесных путешествиях, пещере в аду, зачарованном озере и волшебном лесу, Перси, не проявляя особого интереса, собирается наловить рыбы. Позже в их уютном домике в воздухе витает аппетитный запах жареной рыбы, и Перси с удовольствием ест. Дедушка, немного похожий на русского, рассказывает о том, как отец Перси в 16 лет отправился в путешествие, и спрашивает, что Перси знает о своем отце. Перси просит рассказать побольше, но дедушка сразу меняет тему и спрашивает, не чувствует ли Перси себя одиноким. Перси быстро отвечает, что ему совсем не одиноко, ведь рядом всегда дедушка. Дедушка немного смущается и снова меняет тему разговора. Перси, сидя у теплого костра и занимаясь резьбой по дереву, как бы невзначай предлагает им отправиться на следующий день поохотиться на больших скалистых ящериц. Дедушка Перси, совершенно пьяный, начинает бормотать знакомые цитаты, утверждая, что это просто напоминание для него самого. Он хихикает над Перси и спрашивает о его планах, когда тот вырастет. Перси улыбается, выражая свою решимость стать сильным, защищать слабых и быть готовым пожертвовать всем, чтобы защитить свою семью. Дедушка соглашается с ответом, смеется и игриво бросает вызов Перси, говоря, что он не такой уж старый и не нуждается в защите от такого маленького парня, как он. Когда наступает полночь, Перси и его дедушка падают на кровать и, похоже, засыпают. Однако Перси не спит, он крадется из дома и садится на краю обрыва, глядя на полную луну в затянутом облаками небе. Взволнованный приключениями, ожидая
ожидающими его в Британии, начинает прыгать вокруг, чтобы высвободить свою энергию. Пробегает несколько кругов, пока выступающий камень не отправляет его в полет. Он кувыркался вниз по склону, уткнувшись лицом в землю. Реальность настигает Перси, когда он понимает, что не может просто уехать в Британию, потому что не хочет оставлять своего дедушку одного. Опечаленный этим, он засыпает, и ему снится, что его дедушка стоит вдалеке и не слышит его, как бы близко он ни подошел. Внезапно он просыпается на земле, окруженный туманом. Протирая глаза, Перси слышит какой-то звук и видит человека в ярко-красных доспехах, приближающегося на летающей лодке. Потрясенный наблюдает, как рыцарь, одетый в красное, паркует лодку у края башни и приземляется на землю. Рыцарь выражает удивление по поводу того, что его скаутинг-бара погиб в этом районе. Обрадованный встречей с рыцарем на призрачной лодке, Перси нетерпеливо спрашивает, не он ли тот, кто плывет по небу. Рыцарь, который кажется настроен дружелюбно, приветствует Перси и спрашивает, живет ли он здесь с кем-нибудь. Перси радостно отвечает, что живет с дедушкой. Рыцарь говорит, что он старый друг дедушки Перси, и спрашивает, где тот сейчас. Перси взволнованно показывает на холм, утверждая, что дедушка готовит завтрак. Он спрашивает рыцаря, можно ли ему сесть в лодку и посмотреть. Рыцарь соглашается, и Перси, наблюдая за тем, как он идет к дому, вдруг чувствует, что от рыцаря исходит какая-то зловещая аура, от которой по спине пробегает холодок. Он думает, что это просто воображение, и переключает внимание на лодку, восхищаясь ею и пытаясь на ней прокатиться. Но поняв, что не может сдвинуть ее с места, он думает, что это потому, что он не рыцарь. Он начинает размышлять, что же такое рыцарь, ведь дедушка никогда ему этого не объяснял. Вдруг его охватывает страх, когда он вспоминает странное ощущение, которое испытал от рыцаря. Он тут же спрыгивает с лодки и бежит к дому, чувствуя, что что-то не так и что его дедушке может грозить опасность. Тем временем дедушка Перси резал овощи для завтрака, когда услышал шаги за спиной, испугался и принял оборонительную стойку, блокируя атаку рыцаря, но все равно был отброшен в дом. Дедушка встает и бросается на рыцаря с мечом в руке, но тот с легкостью отбивает все удары. А затем использует магию и наносит дедушке удар мечом, который попадает и в дом позади него. Из его тела и изо рта хлещет кровь, но дед не сдается, когда они слышат крик Перси с обрыва. Перси говорит рыцарю, чтобы тот отвалил и перестал мучить его дедушку. Рыцарь тут же отвечает воздушным ударом, который сносит большой кусок скалы, и говорит Перси, чтобы тот заткнулся, иначе он будет следующим. Перси злится и хватает камень, прежде чем спрыгнуть вниз и бросить его в рыцаря, который тут же уничтожает его магией. Перси спускается вниз и хватает еще больший камень, прежде чем швырнуть его в человека в малиновых доспехах. Но это бесполезно, так как он просто использует воздушный удар, чтобы разрезать камень на несколько частей. И то же самое происходит с дедушкой, который впадает в ярость и хватает рыцаря, приказывая ему бежать, а Перси кричит, что он не уйдет без него. Рыцарь говорит им заткнуться, потому что они оба умрут, прежде чем используют свой магический удар на дедушку, который падает на землю весь в крови и с таким количеством ран, что даже клейкая лента не спасет ему жизнь. Перси даже не понял, что произошло. Ночь поворачивается к нему и использует свою магию, чтобы нанести ему мощный удар, который даже рассекает гору позади него. Перси начинает истекать кровью и вот-вот упадет, но восстанавливает равновесие и идет к рыцарю, пытаясь ударить его, но в таком ослабленном состоянии это не помогает. И рыцарь отталкивает его ногой. Дедушка спрашивает рыцаря, зачем он пришел сюда, чтобы убить его. И рыцарь отвечает, что пару дней назад было пророчество о том, что 4 рыцаря, которые сейчас находятся в этом мире, объединятся и свергнут короля Артура. Поскольку они не могут рисковать, им приказали убивать всех, кто не присягнул на верность короне. Он говорит, что подробности ему неизвестны, но ему приказали действовать самостоятельно. Дедушка спрашивает, есть ли у него хоть капля совести, ведь он только что убил его маленького внука, но рыцарь отвечает, что это ради всеобщего блага, и уходит. Дедушка пытается сесть и видит, что Перси еще жив. Он медленно и с трудом подходит к дедушке. Он извиняется за то, что не смог его защитить, и за то, что был таким беспомощным, а дедушка говорит, что его работа защищать молодых, а не наоборот. Они обнимаются и плачут, а дедушка утешает его и падает на землю. Он говорит Перси, чтобы тот внимательно слушал, и объясняет, что рыцарь, которого он только что видел, был никем иным, как его собственным отцом, известным как Железный Бог. Он не может объяснить всю ситуацию, потому что у него осталось мало времени, но говорит Перси, чтобы тот нашел рыцаря, потому что только он может все ему объяснить. Он в последний раз кладет руку на голову Перси и говорит, что всегда будет присматривать за ним, прежде чем упасть замертво. Перси ночует в разрушенном доме, а на следующее утро копает могилу, чтобы похоронить дедушку, потом собирает немного репы в огороде и садится обедать в полном одиночестве. Несколько дней он проводит, разбирая их вещи, и находит маленький сундучок с одеждой и запиской от дедушки. Он понимает, что дедушка шил эту одежду, чтобы подарить ему на день рождения, когда
когда Перси будет готов к приключениям. Проходит несколько дней, и, погоревав о дедушке, он наконец решает двигаться дальше. Он надевает дедушкин шлем и берет все, что ему нужно, прежде чем отправиться в путь, потому что он наконец готов встретиться с миром. Он начинает спускаться с башни, и хотя он спускался целый день, он все еще ничего не видит, кроме облаков. Он ночует на выступе, а на следующее утро снова отправляется в путь. На этот раз он наконец видит землю и вдалеке королевство, но от радости падает с выступа. К счастью, он приземляется на спину птицы. Но вы же знаете, что с этого момента он обещает стать веганом. Птица все равно сбрасывает его, и он падает лицом в кучу деревьев, а потом шлепается на землю. Он все еще рад, что хотя бы спустился, когда слышит чьи-то шаги и видит одну из самых уродливых собак-кошек, которых я когда-либо видел. Перси поражен видом этого существа и пытается заговорить с ним, потому что никогда раньше не видел ничего подобного на скале, где он жил. Несколько минут он пытается узнать у существа, не знает ли оно, где можно найти таких же людей, как он, потому что он здесь новенький. Собака просто поворачивает голову и уходит, но даже после того, как ее проигнорировали, Перси продолжает идти за ней, что пугает собаку. И она убегает со всех ног, а странный мальчик в шлеме все еще преследует ее. Собака набирает скорость и скрывается в лесу, оставив Перси одного. Перси все еще пытается идти за ней и пробирается сквозь кусты, когда наконец замечает людей, сидящих у повозки. Трое друзей, похоже, артисты, и репетируют свои номера, пока толстяк по имени Коутс показывает свои руки, полные клочков бумаги, и подбрасывает их в воздух. Клочки бумаги тут же загораются и падают на землю, а его подруга по имени Эльва показывает фокусы со своей обезьянкой, используя обруч. Как только она проносит обруч через руку, обезьянка исчезает, но также таинственно появляется, когда обруч убирают. Наконец он поворачивается к их последнему спутнику по имени Данни, но замечает, что тот даже не воспринимает это всерьез и просто отдыхает на телеге. Фетти говорит Данни, что нужно отнестись к этому серьезно, но тот отвечает, что здесь нет никого, кто мог бы это увидеть. Так зачем тратить силы, если они ничего не получат? Эльва говорит, что они могут тренироваться только когда никого нет рядом. Но Данни отвечает, что ему не нужно тренироваться, чтобы выступать, в отличие от меня, который не может выступать ночью, сколько бы я ни тренировался. Вдруг они слышат, как кто-то хлопает в ладоши, и оборачиваются, чтобы увидеть Перси, который с изумлением смотрит на их выступление, потому что оно его действительно заинтриговало. Они подходят к нему, а он танцует вокруг них и говорит, что это было круто, и он хочет посмотреть еще раз, потому что никогда раньше такого не видел. Эльва и Фетти думают, что этот парень откуда-то издалека, но Донни не упускает возможности заработать и подходит к нему, требуя денег, потому что видел их выступление, которое было бесплатным. Эльва протестует, но Донни говорит, что им нужно купить еды, а для этого нужны деньги. Перси же не знает, что такое деньги и как они работают, и это бесит Донни, но он говорит Перси, что если у него нет денег, то он заплатит вещами. Перси протягивает ему сумку, полную нужных вещей, и Донни достает кинжал и говорит, что закончит представление, и Перси начинает парить в воздухе. Он совершенно растерян, но очень рад, что может сделать что-то подобное, и спрашивает Донни, как ему это удалось. Но, к его удивлению, Донни и его друзья оставляют его висеть в воздухе и забирают его вещи на своей телеге. Донни кажется доволен собой, а Эльва говорит ему, какой он придурок. Донни отвечает, что каждый должен знать, как вести себя в реальном мире, и что он просто дал ему попробовать. Но Элвис продолжает издеваться над ним, говоря, что ребята, похоже, совсем не знают, как устроен мир. Донни начинает чувствовать себя немного виноватым и думает, не стоит ли ему остановиться и вернуться, чтобы вернуть Перси его вещи. Но прежде чем он успевает принять решение, Перси подбегает к их телеге с такой невероятной скоростью, что это шокирует всех. Донни сразу же протягивает ему сумку, но, к его удивлению, вместо того, чтобы разозлиться, Перси просто спрашивает, как ему найти кого-то в этом мире. Они не понимают, о ком он говорит, и спрашивают, кого он хочет встретить. Перси немного молчит, а потом отвечает, что хочет найти человека по имени Айронсайд. Когда они спрашивают, кто такой этот Айронсайд, настроение Перси портится, и он вспоминает, что произошло в его прошлом. В том числе то, как рыцарь, который должен был быть его отцом, безжалостно убил его дедушку, а потом даже пытался убить Перси, который должен был быть его единственным сыном. Фатти сочувствует ему и спрашивает, не хочет ли он отомстить, но Перси отвечает, что сам не знает, почему он пытается найти этого человека. Но говорит, что его дедушка перед смертью сказал, что Айронсайд знает ответы на все его вопросы. Фатти и Эльва говорят, что, к сожалению, никто из них не знает никого с таким именем. Но Фатти говорит, что если он пойдет в соседние деревни, он, возможно, сможет что-то узнать.
Перси, кажется, не понимает, что такое деревня, но вдруг вспоминает, что его дедушка говорил, что в деревнях люди живут вместе в гармонии. Фатти даже протягивает ему руку помощи и говорит, что они могут отвезти его в ближайшую деревню. Донни останавливает его и спрашивает, как он собирается отплатить им за это, но Перси не знает, и Донни спрашивает, может ли он что-нибудь сделать, и вскоре дает ему лук и стрелы. Перси берет их и целится в яблоко, висящее на деревянной балке. Но, к всеобщему удивлению, стрелы летят в другую сторону и чуть не убивают Данни. После этого они все вместе едут на телеге, и Фатти говорит, что ему не нужно беспокоиться, потому что они бесплатно отвезут его в ближайшую деревню. Он объясняет, что они артисты, которые путешествуют по континенту и дают представления в городах и деревнях, чтобы заработать на жизнь. Кажется, это действительно заворожило Перси, но Донни вмешивается и говорит, что тут нечем гордиться, ведь они всего лишь кучка неудачников, которые не смогли стать настоящими рыцарями. Жиртрест грустно улыбается и говорит Перси, что они вместе прошли через многое и должны были стать рыцарями, но их надежды и мечты рухнули, и теперь они просто выступают в цирке. Внезапно к ним подбегают жители деревни и просят о помощи, говоря, что в их деревне бесчинствует волк, и им нужно обратиться к рыцарям. Но Перси не знает, что такое волк, и спрашивает, что это за зверь. Донни смеется и говорит, что не нужно звать рыцарей, потому что они легко справятся с волком. Он хватает поводья лошади и мчится в деревню, хотя Жиртрест не поддерживает его решение. Но Донни объясняет, что это может быть возможностью получить бесплатную еду и ночлег в деревне. К их удивлению, волк оказывается огромным чудовищем, которое возвышается над домами жителей. Донни решает, что нужно позвать рыцарей. Эльва говорит Донни, что они не могут бросить жителей деревни. И Перси тут же выпрыгивает из повозки и бежит прямо к волку, вспоминая слова своего дедушки о том, что нужно побеждать зло и защищать слабых. Перси целится в волка из своего лука, но стрелы попадают в его шлем, и волк нападает на Перси, но Донни в последний момент спасает его, принимая удар на себя. Увидев, что Донни ранен, Перси спрашивает, почему тот рисковал жизнью ради него. Донни отвечает, что увидел, как Перси храбро бросился в бой, и это придало ему сил. Волк снова бросается на Перси, но тот останавливает его одной рукой. Затем он подпрыгивает и ударяет волка, отчего тот падает на землю и умирает. Жители деревни поражены размерами волка и считают это плохим предзнаменованием, не понимая, что это значит. Тем временем Жиртрест перевязывает Донни, которому очень больно. Донни говорит, что не стоит о нем беспокоиться, и спрашивает, где Перси. Оказывается, Эльва отвела его на озеро на холме, чтобы искупать. Увидев раны, полученные Перси в схватке с Айронсайдом, она жалеет его и, пока он размышляет, поливает его голову водой, чтобы как следует вымыть перед вечеринкой, которую устраивают жители деревни. Перси спрашивает Эльву о святых рыцарях, и она начинает повторять то же заклинание, которое часто бормотал его дед. Он также спрашивает о магии, и Эльва объясняет, что они уже показывали ему, но их магия недостаточно сильна, чтобы сделать их святыми рыцарями. Она говорит, что его храбрость и самоотверженность – хорошие качества святого рыцаря. На вечеринке Перси пьет вкусный ягодный сок и размышляет, почему Донни может пить алкоголь. Эльна вмешивается в разговор, говоря, что Данни любит притворяться взрослым, хотя им обоим всего по 16 лет. Но когда Перси признается, что ему тоже 16, Данни и Эльна очень удивляются. Эльна чувствует себя неловко, понимая, что Перси обманул ее, притворившись младше, и они даже вместе купались в озере. Их прерывает мальчик, который подбегает к Перси и благодарит его за то, что он спас его и его дедушку. Позже Перси расспрашивает жителей деревни о местонахождении Айронсайда, но он только разочаровывается и злится, что даже кричит, чтобы Айронсайд показался ему. Внезапно в небе появляется черный мегалодон и говорит, что узнал Аронова. Ночь уже близко, и он не может поверить, что Перси жив, потому что Айронсайд должен был убить его и его дедушку. Он заключает, что у Айронсайда, наверное, есть слабость к сыну. Толстяк вмешивается и требует, чтобы рыцарь извинился перед Перси, потому что он недавно потерял дедушку. Рыцарь одним легким движением сбивает его с ног, говоря, что ему нет до него дела. Темный рыцарь по имени Пелегард представляется, утверждая, что знал отца и деда Перси. В ответ Перси требует сказать, где Айронсайд. Рыцарь поражен смелостью Перси и ждет ответа. Жители в страхе разбегаются, когда между ними завязывается драка, а мальчик, который подбежал к Перси раньше, подбадривает его. Перси бросается на черного рыцаря и сильным ударом ноги в грудь сбивает его с ног, удивив Пелегарда. Несмотря на отсутствие оружия, Перси мощным ударом отбрасывает рыцаря назад.
Не обращая внимания на это, Перси продолжает наносить удары в воздух, настаивая на том, что если он победит, Пелёгд должен будет рассказать, где находится его отец. Но Пелёгд быстро отвечает ударом, от которого Перси падает на землю. Уверенно заявив, что если он победит, Перси должен будет пойти за ним, Пелёгд наносит удар, от которого Перси отлетает в сторону. Перси быстро поднимается на ноги, но Пелёгд использует свое оружие, чтобы поймать его в воздухе. Тем не менее, подросток умудряется выбраться из ловушки и быстро наносит удар по доспехам Пелегда. В конце концов, Пелёгд хватает Перси за голову и закрывает ему лицо своими огромными ладонями. Бедный мальчик висит в воздухе, пытаясь вырваться из схватки рыцаря. Пелёгд использует это преимущество, чтобы рассказать о своем восхищении храбростью Перси и его неугасающим желанием спасать людей. Но ему неудобно сражаться без оружия, поэтому он говорит Перси использовать свою магию, чтобы спастись, но мальчик отвечает, что у него нет магии. Пелёгд шокирован тем, что у сына Айронсейда нет магии, и соглашается, что, возможно, переоценил мальчика, но Перси все равно достоин обучения. Чтобы закончить бой, Пелёгд продолжает безжалостно бить Перси. Донни больше не может смотреть, как Перси почти убивают, поэтому достает свой меч, но Эльва просит его держаться подальше, учитывая исключительную силу Пелегда. Маленький мальчик выходит, чтобы поддержать Перси, говоря, что он не проиграет, потому что он герой, который спас мальчика и его дедушку. И когда уже кажется, что надежды нет, из глаз Перси вырывается мощный луч света, который с огромной силой и скоростью отбрасывает Пелегда назад, удивляя его и Черного рыцаря. Темный рыцарь напоминает Перси, что тот утверждал, что не обладает магическими способностями. Однако в это трудно поверить, потому что сейчас руки Перси излучают сильную и загадочную энергию, которую можно объяснить только магией. Перси в шоке и начинает паниковать, пытаясь убрать ауру, исходящую от его рук. Он бежит к Пелегду, чтобы помочь ему избавиться от этой штуки, но сила, исходящая от него ауры, отбрасывает Черного рыцаря. Увидев это, Данни говорит Перси, что он использовал эту силу, чтобы победить Черного рыцаря, потому что это, скорее всего, его магическая сила. Пелегду удается встать, и он спрашивает, какую магию Перси только что применил к нему. Это могла быть магия разрушения, но поскольку она исходила из его кулаков, это могла быть и магия заклинаний. Перси делает глупый жест, спрашивая Пелегду, может ли он использовать магию в этом бою, ведь раньше он сказал рыцарю, что у него нет магии и он не хочет побеждать обманом. К удивлению Перси, Пелегду впечатлен его честностью и разрешает ему использовать магию. Перси благодарен и радуется тому, что теперь может использовать магию. Однако его друг Данни советует ему перестать благодарить врагов каждый раз. Решив победить, Перси говорит рыцарю, что наконец-то узнает, где находится его отец, но Пелегду не хочет так легко ему уступать. Он яростно бросается на него, выпуская огненный шар из своего оружия. Но прежде чем Перси успевает понять, что происходит, простой огненный шар превращается в огненную спираль, и ему становится трудно уклоняться от атак. Пелегард насмехается над ним, утверждая, что Перси не сможет победить, если будет только уворачиваться, но Перси удивляет его, появляясь позади него. Черный рыцарь тут же атакует, но Перси концентрирует свою магию, сжимая руки, и блокирует удар, но пламя от атаки рассеивается и окутывает его огненным шаром. Пелегард говорит, что его пламя обычно сжигает жертв дотла и не гаснет, пока он не отменит заклинание. Он говорит Перси сдаться, чтобы спастись от гибели, и даже Эльва советует ему сдаться, иначе он потеряет все, включая свою жизнь. Но решительный подросток отказывается и окутывает себя магией, исходящей из его тела. Это шокирует и впечатляет Пелегарда, ведь Перси только недавно открыл в себе эту магическую силу. Внезапно появляется маленькое магическое существо и прижимает руки Пелегарда, отменяя заклинание. Пелегард в недоумении, он не понимает, как Перси догадался, что если он опустит руки, то заклинание развеется. Еще более удивительно то, что раны Перси тут же начинают заживать. Пока все в шоке наблюдают за этим, Черный рыцарь пытается понять, какую именно магию использовал Перси, потому что это не было ни разрушающей магией, ни магией призыва, ни магией вырождения, ни исцеляющей магией. Он приходит к выводу, что Перси обладает магией героя, из-за которой он станет мишенью для всех врагов, и что этого нужно избегать любой ценой. Пока он размышляет, Перси неожиданно атакует, к большому удивлению жителей деревни, которые теперь снова верят в его способность победить Пелегарда. В этот момент Пелегард вырывается из схватки магических существ с такой силой, что Данни понимает, что рыцарь даже не использовал и половины своей мощи. Рыцарь называет Перси новичком и приближается к нему, но Данни видит, что это может стать для Перси роковым. Поэтому он вступает в бой и с помощью магии поднимает Пелегарда в воздух, а Перси приказывает бежать. Перси возражает, что ему нужно найти отца. И пока они спорят, Пелегард вызывает мощный взрыв, который распространяется за пределы поля боя, заставляя жителей деревни бежать, опасаясь, что их деревня сгорит дотла. К сожалению, больше всего от атаки пострадал Донни, но Пелегард говорит,
говорит, что это ему за то, что он вмешался в драку между двумя настоящими мужчинами. В этот момент рыжая лиса, которую они видели раньше, приносит Перси его вещи, а Пелегард пытается прогнать ее. Лиса быстро вертит хвостом, и из него появляется шар, который взрывается, озаряя все ярким светом. Перси и его друзья тут же исчезают, оставляя позади ночь. Они оказываются на драконьем шпиле в нескольких милях от деревни. Они беспокоятся о жителях деревни и быстро возвращаются, но замирают, когда лиса начинает говорить. Она называет их идиотами, потому что Пелегард охотится только за ними двумя, и ему нет дела до остальных жителей деревни. Лиса просит Перси следовать за ней, обещая все объяснить позже, потому что это связано с отцом Перси. Данни предупреждает Перси, чтобы тот не доверял лисе, но в ответ лиса говорит, что Пелегард служит злу и является частью группы, которая охотится на 4 рыцарей апокалипсиса. Как ни странно, это объясняет, что хотя 4 рыцарей не существует, они скоро появятся. Лис раскрывает имена 4 рыцарей: голод, чума, война и смерть, святые рыцари, которым суждено принести 4 бедствия и уничтожить мир. Шокирует то, что одним из этих рыцарей является Перси. Позже рыцари Злого Короля обсуждают свои выводы о 4 рыцарях. Оказывается, что 4 рыцаря — это не святые рыцари, а юноши, которые служат святым рыцарям. Собранная информация показывает, что один из юношей обладает магической силой, другой — злом и святостью в глазах, третий — таинственный великан с постоянно меняющейся внешностью, а последний — мальчик с зелеными волосами, похожими на перья. Стив в этот момент стучит по столу, понимая, что его сын — один из 4 рыцарей, и сожалеет, что не проверил, что Перси мертв. К нему присоединяется Пелёгт, который выражает свое недоверие к тому, что Айронсайд не избавился от Перси. Айронсайд спрашивает, почему Пелёгт не убил Перси. Пелёгт объясняет, что было бы глупо лишать Перси силы, и что они могли бы использовать силу этого юноши и превратить его в союзника. Услышав это, Красный рыцарь достает свой меч и напоминает Пелегду, что Перси опасен не только для короля, но и для всего мира. И поэтому Пелёгт должен усердно выполнять свои обязанности королевского рыцаря. На драконьей спине Перси отказывается признавать, что он собирается уничтожить мир, но лис объясняет, что пророчество всегда сбывается, и говорит ему, чтобы он слушался его. Перси все еще сомневается, но лис говорит ему, что его отец и Пелегард находятся в городе под названием Камелот. Услышав это, Донни предупреждает Перси, что не стоит верить лису, потому что Камелот был разрушен много лет назад королем демонов, и что король демонов скрылся вместе с несколькими своими верными рыцарями. Лис все равно утверждает, что Камелот существует, но туда нельзя попасть обычными путями, только через королевство Леона. Перси не слушает предостережения Донни и соглашается пойти с лисом, который представляется как Син. Донни сдается и соглашается пойти с ними в королевство Леона. Когда они добираются до конца драконьего хребта, у Перси громко урчит в животе. Он предлагает устроить соревнование, кто поймает больше добычи. Донни решает уравнять шансы, забрав у Перси лук и стрелы. Перси оказывается в ущелье и, услышав эхо своего голоса, понимает, что это отличное место для охоты. Он видит маленьких крылатых существ, которые удивляются появлению человека. Донни пытается подстрелить добычу, но промахивается, и Син насмехается над ним. Однако Донни говорит, что он все равно стреляет лучше, чем Перси. Он замечает оленя и пытается его подстрелить. Но стрела пролетает мимо, и они слышат чей-то крик. Поняв, что он, возможно, случайно попал в кого-то, они бегут на звук и видят огромную монахиню. Перси извиняется за то, что попал в нее, и она отвечает, что молилась и просто испугалась стрелы. Пока они разговаривают, 2 крылатых существа сообщают, что в ущелье Эхо видели человека. Зная, о ком они говорят, Дэнни спрашивает, в чем проблема, и они рассказывают ему историю Эхо Каньона. Когда-то это было красивое и оживленное место, но теперь оно превратилось в кошмар. Перси весело сражается с монстрами, которые на него нападают, и радуется, что победил Данни в охотничьей игре. Он слышит крик о помощи из леса, идет на звук и находит грибной домик. Когда он открывает дверь, то видит привязанное к столбу существо, которое умоляет о пощаде, и 2 мальчиков, стоящих над ним. Он подбегает, чтобы освободить существо, но один из мальчиков сбивает его с ног, и он ударяется головой. Когда он, наконец, освобождает существо, оно вылетает в окно, и Перси думает, что это фея. Он так взволнован, что теряет сознание. Донни и остальные бегут к каньону. Крылатые существа объясняют, что живущий там демон с помощью лекарств сделал всех существ в каньоне агрессивными. Они описывают его как знахаря по имени Насиан. Когда они подходят к каньону, то думают, что уже опоздали, потому что если Насиан уже схватил Перси, то спасать его бесполезно, и все их усилия будут напрасны. Син говорит, что нужно найти Перси, потому что если с ним что-то случится, то его голова покатится. Крылатые существа говорят, что нужно спешить,
потому что Насиан такой же ужасный, как они его описали, ведь они видели, как он превращал безобидных существ в жестоких монстров. Когда Перси просыпается, он оказывается в комнате, похожей на лабораторию, раздетый и привязанный к стулу. Первое, что он ищет, это свой шлем. Входит Нейшенс и удивляется, что подопытный уже проснулся, хотя должен был проспать еще 10 часов. Перси просит вернуть ему одежду, шлем и плащ. Нейшенс объясняет, что обычно он держит своих подопытных в чистоте, а одежда Перси была порвана, поэтому он был вынужден ее выбросить. Но он показывает, что шлем и плащ Перси в целости и сохранности, потому что это редкие предметы с мощной магической силой. Затем Нейшенс подходит к Перси и вводит ему что-то, лекарство, которое должно подействовать через час. Но через несколько секунд волосы Перси вырастают вдвое, и он жалуется, что его шлем теперь не налезет. Увидев это, Нейшенс впечатлен и сразу же влюбляется в своего нового подопытного, который быстро реагирует на лечение. Перси вспоминает, что у Нейшенса была кровь на губах, и предполагает, что он укусил фею, но Нейшенс объясняет, что у него привычка кусать губы, когда он волнуется. Когда Донни и остальные входят в ущелье, их преследуют кровожадные монстры. Разочарованный Донни обвиняет в этом Нейшенса и называет его ужасным злодеем, но это раздражает нашу гигантскую фею. И она закатывает истерику, говоря, что Нейшенс не такой уж плохой человек. В лаборатории Перси извиняется за то, что неправильно понял Нейшенса, но говорит, что ему нужно уйти. Нейшенс говорит ему, что он сможет уйти только после следующего эксперимента, для которого нужна точная дозировка, и что если что-то пойдет не так, Перси умрет. Перси спрашивает Нейшенса, зачем нужны все эти эксперименты. Нейшенс объясняет, что у него есть миссия, которую он должен выполнить, но когда он поворачивает голову, Перси уже освободился и, надев свой плащ, говорит Нейшенсу, что у него тоже есть важная миссия, которую он должен выполнить. Когда Тони надевает свой шлем, Перси приходит в ярости, отвлекая Нейшенса, Натан атакует его двумя светящимися мечами и говорит, что ему нужны подопытные для экспериментов. И он не может использовать себя в качестве подопытного, потому что должен спасти ущелье. Пока он объясняет, Перси направляет свой шлем на Нейшенса, и тот отлетает к рабочему столу, а Перси бросает пузырек с лекарством в Нейшенса. Нейшенс умоляет Перси отдать ему пузырек, но Перси не хочет, чтобы Нейшенс использовал его на другом подопытном и выпивает все содержимое пузырька. Перси тут же падает, и Нейшенс спрашивает, зачем он это сделал. Перси начинает странно себя вести, и Нейшенс думает, что неправильно смешал лекарство. Но когда Перси встает, он говорит, что чувствует необычайный прилив сил. Он начинает бегать по лаборатории и даже выбегает на улицу, чтобы кричать как сумасшедший. Услышав эхо его голоса, Донни и Син понимают, что с ним все в порядке, хотя они все еще бегут к нему. Нейшенс встречает Перси снаружи и спрашивает, зачем он так рисковал, ведь мог погибнуть. Перси отвечает, что пока он пытался спасти ущелье, он был готов помочь ему чем угодно. Перси спрашивает о результатах его экспериментов, и Нейшенс говорит, что похоже все прошло успешно, и сразу выпивает остатки из бутылки. Когда приходит поисковая группа, они с удивлением видят, что Перси в полном порядке, если не считать его ужасных волос. А Нейшенс лежит в полубессознательном состоянии и бормочет имя Ардо, которое принадлежало старому аптекарю, жившему когда-то в ущелье. Ардо был добрым человеком, который заботился обо всех существах в округе, приглашал их к себе домой и лечил, когда они болели. Однажды он нашел младенца в корзине и вырастил его у себя дома, обучая его всем видам лекарств. Но однажды Ардо исчез из ущелья, и больше его никто не видел. Тогда Нейшенс начал свои безумные эксперименты. Тем временем в другой части леса та самая фея, которую Перси спас раньше, говорит, что пора уничтожить лес, и из таинственной ауры появляется человеческая рука. И фея обращается к ней как к Ардо. Через некоторое время Нейшенс наконец поднимается на ноги и говорит, что ему нужно срочно распространить лекарство по всему ущелью, пока оно полностью не разложилось. Неожиданно фея бросает камень ему в лицо и говорит, что хочет полностью уничтожить ущелье. Другие феи присоединяются к ней, называя его демоном, который виноват в исчезновении Ардо. Они игнорируют мольбы монахини, которая утверждает, что Насиан невиновен, и останавливаются только тогда, когда Перси встает между ними и камнями. Перси объясняет, что Насиан действительно готовил лекарство, чтобы спасти ущелье, но пока он говорит, фиолетовый дым начинает окутывать весь лес, убивая все живое на своем пути. Насиан приходит на помощь, когда волшебным образом создает лекарство из ничего и объясняет, что когда он принимает любое лекарство, его организм учится воспроизводить его без дополнительных ингредиентов. Это была его собственная магическая сила, которую он называл смешанным ядом. Постепенно лекарство становится больше, и Насиан приказывает всем закрыть рты. По его команде лекарство распространяется по всему лесу в виде тумана, который оживляет все живое в ущелье.
Они с изумлением наблюдают, как лес возрождается, и все благодаря безумному ученому Насиану. Увидев это, Перси спрашивает, почему Насиан называет это лекарство ядом, и Насиан объясняет, что любую ядовитую вещь можно использовать для лечения и воскрешения, если ее правильно изучить и смешать в нужной пропорции. Этому его научил Ордо, которого он называл своим дедушкой и по которому очень скучал. Перси желает ему удачи и надеется, что Насиан снова найдет своего дедушку. Позже монахиня отдает Перси детскую одежду Мейсона, которая идеально ему подходит, учитывая, что он всего пару сантиметров ростом. Позже феи извинились перед Мейсоном за то, что обижали его, потому что думали, что он специально сводит монстров с ума. Однако Насиан объясняет, что безумие монстров было всего лишь побочным эффектом лекарства. Они не понимали, откуда берутся эти смертоносные испарения, и Ази сказала, что они начали появляться после исчезновения Ордо, медленно уничтожая ущелье. Перси подбежал к ней, радуясь, что может надеть старую одежду Ази. А Назиан сказал феям, чтобы они перестали извиняться перед ним и поблагодарили Перси за то, что он стал жертвой, благодаря которой удалось создать лекарство. Красная лиса сказала Назиану, что смертоносные испарения не только убивают растения и животных, но и проникают в землю, разрушая почву. И тут они увидели, как из каньона наверху выходит деформированное тело, и Донни но Наджин сказал, что это его дедушка Ордо. Когда Ордо спустился, Наджин подбежал к нему, испугавшись и не понимая, почему его дедушка выглядит так, но монахиня спокойно остановила его, чтобы он не попал в беду. И Ордо снова начал источать смертоносные фиолетовые испарения, и ущелье стало гнить быстрее. Мазин вырвался из рук монахини и подбежал к Ордо, чтобы спросить, зачем он уничтожает ущелье, которое когда-то считал своим домом. Но Ордо пробормотал что-то о том, что он хочет разрушить ущелье, и тут же схватил Назиана и начал душить его. Перси подбежал к ним, но монахиня смогла остановить его и оттащить от Маза. Она крикнула Ордо, чтобы он перестал уничтожать свою семью, но он снова выдохнул ядовитые испарения, которые мгновенно убили ее. Маз закричал от боли, не понимая, почему погибла его сестра, но тут появилась фея и велела ему замолчать. Перси в шоке, он узнает в нем фею, которую спас от Наса. Фея продолжает говорить, что Нас был виновен в трагедии, потому что всегда мешал ему. Самая грустная из фей говорит, что смерть — это прекрасно, и удивляется, почему Нас и Ордо так хотят ее предотвратить. Затем фея называет Ордо грешником и приказывает ему искупить свои грехи и разрушить ущелье, поэтому Ордо тут же бросается к Назиансу, но Перси быстро подбегает и бьет Ордо в челюсть, отчего тот на мгновение теряет равновесие. Увидев это, Назианс впадает в отчаяние и не знает, что делать дальше, но Перси крепко обнимает его и уверяет, что они вместе спасут Ордо. У Назианса наворачиваются слезы на глаза. Не зная, что делать дальше, Назианс и Перси пытаются придумать, как помочь Ордо. Син говорит, что они могут легко изменить ситуацию, уничтожив причину. Затем злая фея приказывает Ордо разрушить ущелье, но внезапно в нее попадает стрела, и она падает на землю, где ее придавливает Ордо, который тоже падает. Это вызывает вопросы у остальных, которые пытаются понять, откуда прилетела стрела, пока их не прерывает голос сверху. Святой рыцарь в золотисто-желтых доспехах упрекает их за то, что они сломали его игрушку, и представляется как янтарный рыцарь Талискер. Узнав его, Перси говорит, что Талискер должно быть еще один спутник Айронсейда. Назинс приказывает рыцарю вернуть его деду человеческий облик и требует объяснить, зачем он превратил Ордо в монстра. Талискер вызывает его на бой, говоря, что если Назинс сможет нанести ему хоть один удар, то он выполнит его просьбу. Красная лиса предупреждает их, что не стоит поддаваться на насмешки мага, но Назинс с радостью соглашается на бой. Он достает свои волшебные клинки Эмбейн и Беладонну и призывает магию. Увидев, что Назинс может превращать свой яд в предметы, рыцарь спрашивает, владеет ли он магией превращения и очарования. Перси предлагает помочь Назинсу, но тот отказывается, говоря, что это бой между волшебными существами. Чтобы доказать свои магические способности, Перси пытается призвать свою магию, но у него ничего не получается. Он старается еще, но в итоге просто пукает, к всеобщему веселью. Назинс благодарит его за старания, а потом бросается на Талискера. Рыцарь призывает с неба град, который наносит разрушительный удар. Перси снова спасает Назинса, но прежде чем они успевают подняться на ноги, Талискер приказывает Ордо избавиться от них. Ордо мгновенно замахивается на Назинса и сбивает его с ног. Рыцарь доволен его выступлением и приказывает Ордо прикончить Назинса, но Перси перехватывает удар, говоря Ордо, чтобы тот не следовал слепо приказам Талискера. Он напоминает ему, что его внук защищал ущелье ради него, и когда Ордо слышит это, его глаза снова становятся человеческими и в них появляются слезы. Талискер устал от всей этой эмоциональной чепухи и собирается отправить их всех в загробный мир,
поэтому Син теряет надежду и готовится к неизбежному. Янтарный рыцарь снова призывает удар градом, и увидев это, Перси взмывает в воздух, используя Ордо в качестве опоры. Он отражает удар града, разбивая камни на более мелкие куски, и в конце концов приземляется на ноги. Весь в синяках. Телискер в шоке наблюдает за этим, думая, что Перси сошел с ума, а Донни вовремя подлетает, чтобы поймать Перси, прежде чем тот упадет. На сеанс спрашивает Перси, зачем он сделал это безумное движение. Но Перси говорит на сеансу не терять веру в него, обещая, что его дедушка снова станет нормальным. Как раз в тот момент, когда Телискер говорит, что с него хватит этого фарса, Перси начинает светиться, к всеобщему удивлению. Его магия превращается в спиралевидный луч света, который поднимается к небу и распадается на крошечных магических существ, а затем сливается в большое существо, окружающее его. Телискер насмехается над силой Перси, говоря, что никогда не видел такой неорганизованной магии. Но Мейсон одновременно взволнован и озадачен, видя, как быстро Перси исцелился от ужасных ран. И когда Перси уверяет его, что он действительно выздоровел, Донни и Рыжий Лис удивляются, насколько сильнее и лучше стала его магия. Пытаясь уничтожить Перси, Телискер вызывает мощный град, но, к его удивлению, большое магическое существо Перси поглощает каждый кусок града и быстро выплевывает его обратно в Телискера, отбрасывая его назад, пока он пытается спастись от бури. Перси подходит к побежденному рыцарю и, прежде чем нанести удар, напоминает ему, что он должен выполнить свое обещание и объяснить, почему он изуродовал Ордо. Кроме того, он говорит Телискеру, что его ждет хорошая взбучка, потому что он должен сдержать свое обещание и превратить Ордо обратно в человека. Разозлившись на Перси, Телискер бросается на него со своим магическим посохом и пытается ударить его несколько раз, но не может нанести ни одного удара. Когда наступает очередь Перси нанести удар, Телискер насмехается над ним, говоря, что он не сможет ударить его без оружия. Но Перси превращает свой магический шар в гигантскую ладонь, прижимает Телискера к земле и удерживает его, пока тот спрашивает, почему Телискер изуродовал Ордо, который был добрым и щедрым человеком. Телискер отвечает, что Ордо совершил тяжкий грех против своего господина Артура, спасая другие расы, кроме людей. Он говорит, что лорд Артур хочет, чтобы на земле жили только люди, а другие расы не угрожали их миру. Телискер продолжает, что после нескольких неудачных попыток предупредить Ордо о неповиновении лорду Артуру, он наказал его, превратив в отвратительного монстра, движимого желанием разрушать и угрожать миру. После превращения Ордо в монстра Телискер приказал ему разрушить ущелье, иначе ему пришлось бы сделать это самому. После своего признания Телискер вырывается из схватки Перси и, выслушав его нелепые оправдания, приходит в ярость и заявляет, что Телискер просто играл на чувствах Несиана. Не обращая внимания на слова Перси, Телискер говорит, что его магическая сила – это способность управлять погодой. Поэтому он вызывает молнию с неба и называет ее разрушителем бурь, но шар Перси поглощает всю молнию. Перси, не пострадавший от нападения, сердито нападает на него, говоря Телискеру, что он понятия не имеет, как больно терять своего дедушку без уважительной причины. Телискер потрясен тем, как легко Перси превращает эти удары бунта в свою собственную магию и спрашивает себя, что же это за человек быть Перси, это здорово. В этот момент он вспоминает пророчество, которое было дано о 4 рыцарях апокалипсиса. И теперь, когда он видит зеленоволосого мальчика, рыцарь уверен, что Перси один из 4 рыцарей. Чтобы избежать удара Перси, Телискер отскакивает назад, думая про себя, как ему должно быть повезло встретиться лицом к лицу с одним из 4 рыцарей апокалипсиса. Он представляет, как повезет королю, если он сможет уничтожить одного из рыцарей, которые по предсказанию будут угрожать его жизни. Когда Телискер взлетает высоко в воздух, Син говорит Перси, что его магия формирует все, о чем он думает. Поэтому он должен представить себе оружие, которое могло бы сбить его с ног. Вон Телискер. Кстати, Дэнни предупреждает его, чтобы он представлял что угодно, только не стрелу, зная, насколько он ужасный стрелок. Телискер вызывает град в форме птицы, которую он называет птицей бедствия. И поскольку Перси помнит, как он победил птицу камень на божьем пальце, он немедленно разрубает птицу бедствия, создав меч с помощью своей магии. Пока Телискер выражает свое удивление по этому поводу, Перси бросает в него свой волшебный меч, который попадает ему в грудь и врезается в гору. Не веря своим глазам, Телискер проклинает Перси и задается вопросом, насколько же могущественными должны быть 4 рыцаря апокалипсиса. Увидев это, Данни не может поверить своим глазам, так как Перси уничтожил Святую Ночь вместе со всей горой. Син просит Перси отключить его магию, так как он уже победил Святого Рыцаря, но Перси, как всегда, не понимает, что происходит. Син выражает свое разочарование, а Донни и Нейшенс шокированы внезапным появлением гигантской монахини. Нейшенс рад видеть свою сестру живой и спрашивает
спрашивает, все ли с ней в порядке, но расстраивается, когда Донни называет ее гигантским зомби. Син объясняет, что она стала черной из-за большого количества металла в ее генах. Он говорит, что клан гигантов может защищаться с помощью металла, когда им грозит опасность. Медленно она сбрасывает металлическое покрытие и возвращается в нормальное состояние. Она извиняется перед Нейшенсом за то, что заставило его волноваться, и говорит, что с ней все в порядке. Увидев, что Ордо все еще в облике монстра, Нейшенс вспоминает, что его дед мечтал превратить ущелье в аптечку для всех видов существ. Он хотел превратить его в аптечку Британии для всех видов существ. Нейшенс плачет, а Перси извиняется за то, что не смог превратить Ордо обратно в человека. К счастью, Син находит волшебный посох Телескера, который она уронила, когда Перси отправил ее на другой конец света. Он ломает посох, разрушая заклинание, превратившее Ордо в монстра. На их глазах Ордо возвращается в человеческий облик, шокируя всех. Его братья и сестра плачут от радости, а Нейшенс крепко обнимает деда, пока Перси с чувством выполненного долга наблюдает за их воссоединением. После радостной встречи Донни дразнит Нейшенса за то, что тот плачет как маленькая девочка, несмотря на свой строгий и прямолинейный характер. Перси, однако, защищает его, говоря, что он просто рад снова увидеть своего деда. Когда Донни спрашивает о посохе, который превратил Ордо в монстра, Син объясняет, что это посох хаоса, наполненный хаотической силой, который король Камелота передал рыцарям. Донни снова спрашивает, зачем рыцарям носить с собой такой разрушительный посох, но Син устает от вопросов и просит его оставить его в покое и пойти спросить самого рыцаря. Полной решимости Перси объявляет, что теперь он изменил свои планы. Изначально он собирался разобраться со своим отцом, отомстить за смерть деда, но теперь решил завоевать расположение короля Камемота, чтобы тот не подвергал никого другому такому же опыту. Син хвалит его за решимость, но поправляет, что город называется Камелот, а не Ками, как сказал Перси. Перси вспоминает об охоте и рассказывает о своих победах, но Донни хочет, чтобы они забыли об этом, потому что он ни разу не убил ни одного зверя. К их удивлению, Сим объявляет себя победителем, показывая им кролика-мутанта ультрамаринового цвета, который является одним из самых ценных существ. Син напоминает им, что победитель может приказывать проигравшим и уже собирается отдать приказ, но внезапно появляется Наянс, говоря, что хочет пойти с ними, потому что он в долгу перед Перси за то, что тот помог ему спасти дедушку и ущелье. Он также говорит, что Ордо велел ему исследовать мир,